Молодой человек сражался с более чем 10 монстрами. Из-за их отвратительного запаха он сразу понял, почему никто не хотел браться за эту работу. Он использовал магию воды, чтобы постирать свою одежду, а затем сел жарить рыбу на ужин. Вдруг он заметил в кустах маленькую девочку. Он был очень удивлен, ведь в глубине этого леса не было деревень. Он заметил, что у девочки был рог, и предположил, что она может быть из расы демонов. Увидев, что она голодна, он предложил ей кусок жареной рыбы, но она не поняла, что он говорит. Он попытался общаться с ней на языке демонов. Сначала он думал, что она не поймет, но неожиданно девочка подошла к нему. Только тогда он заметил, что один из ее рогов был сломан. Он дал ей жареную рыбу и сказал, чтобы она ела. Милая девочка взяла рыбу и с удовольствием съела ее. Должно быть, она была очень голодна. Глядя на сломанный рог, Дейл вспомнил, что по закону расы демонов тем, кто совершает преступление, ломают один рог и изгоняют. Это казалось невероятным для ребенка, поэтому он подумал, что ее, возможно, изгнали вместе с семьей. Он попытался спросить на языке демонов о ее семье, но она только повторила предупреждение кого-то по имени Рек не приближаться к незнакомцам. Он подумал, что она его не понимает, поэтому он просто сказал ей идти домой, когда она закончит есть. Внезапно девочка взяла его за руку и жестом пригласила следовать за ней. Он пошел за ней в лес. Она указала внутрь, сказав, что им нужно туда. Но она колебалась, потому что кто-то сказал ей не подпускать никого близко. Он вошел и увидел труп. Глядя на пару рогов, он догадался, что это был представитель расы демонов, возможно, отец девочки. Перед смертью ее отец предупредил дочь, чтобы она не подходила к его телу, потому что дикие звери и опасные монстры могут напасть на нее. Эта послушная девочка следовала указаниям отца и жила одна в этом темном лесу. Дейл вздохнул, понимая, что случайно попал в беду. Но он не мог просто закрыть на это глаза. Он использовал магию Земли, чтобы создать место для погребения отца девочки, а потом они представились друг другу. Его звали Дейл, а девочку Латина. Он предложил взять Латину с собой, и она с радостью согласилась. Он поднял ее на руки, она была легкой, как перышко. Если бы они шли вместе, им бы пришлось идти до заката. Он сказал девочке, что впереди них находится Крус, где на севере живут дворяне, а на юге простолюдины, такие как Дейл. Вернувшись в город, стражники были удивлены, увидев Дейла с девочкой из расы демонов со сломанным рогом. Оценив ситуацию, они все же пропустили их. Глядя на оживленную улицу, Латина не могла не удивиться. Ее глаза расширились от изумления. Дейл объяснил, что это второй по величине город в стране. Однако между Дейлом и Латиной все еще был языковой барьер, что затрудняло общение между ними. Дейл отвел Латину в ресторан, который был ему знаком. Если бы он привел девочку из расы демонов через главный вход, это вызвало бы проблемы, поэтому он решил войти через черный ход. В оживленном ресторане официантка Рита подавала клиентам вкусную еду. Шеф-поваром здесь был Кеннет. Он удивился, почему Дейл вошел через черный ход и что он несет. Дейл сказал, что объяснит позже, и попросил у Кеннета горячей воды. Получив разрешение, Дейл отвел Латину в ванную, сказав ей переодеться и приготовиться к купанию. Застигнутая врасплох, девочка запаниковала и громко закричала. Наконец, после купания девочка выглядела намного опрятнее и красивее. В этот момент вошла Рита и с любопытством спросила, что за неприятности Дейл принес домой. Увидев маленькую девочку, Рита предположила, что она может быть внебрачным ребенком Дейла. Он быстро опроверг это, объяснив, что ему всего 18 лет и он еще не отец. Он просто случайно встретил Латину в лесу и взял ее к себе, когда увидел, что ее отец умер, оставив ее одну. Рита поняла ситуацию. Она помогла Дейлу искупать Латину и даже дала девочке свою старую детскую одежду, хотя она была ей немного велика. Дейл представил Риту Латине как свою старшую сестру. Хотя они не могли много говорить, девочка смогла назвать их обоих по имени. Рите очень понравилась эта вежливая девочка. Дейл объяснил, что девочка знает только язык расы демонов, похожий на заклинания, которые обычно используются. Теперь первое, что он хотел сделать, это выяснить причину сломанного рога Латины. Чтобы понять, действительно ли она преступница или нет, когда посетители ресторана увидели Латину, все на мгновение удивились, но быстро прониклись симпатией к послушной и очаровательной девочке. Рита проверила ее на наличие судимостей, но не нашла никакой информации о Латине. Дейл тоже почувствовал, что что-то не так. Если бы девочка совершила преступление, об этом должны были бы быть записи. Внезапно у Латины заурчало в животе от голода, и она смутилась. Дейл поставил еще один стул, чтобы она могла нормально сидеть за столом, а Рита приготовила и принесла горячую тарелку риса, чем очень обрадовала Латину. Девочка все еще была немного неуклюжей и даже обожглась во время еды. Увидев ее счастливое лицо, все растаяли. Рита спросила Дейла, что он собирается делать с Латиной.
Он сказал, что отвезет ее в городской приют. Рита возразила, считая, что неправильно отдавать ребенка, который не понимает человеческий язык и принадлежит к другой расе, в такое место. Позже он отвел Латину на чердак ресторана, который он тоже снимал. Немного уговорив, девочка послушно уснула в надежных объятиях Дейла. После этого он тоже быстро уснул. Посреди ночи его внезапно разбудила Латина. Увидев, что девочка очень торопится, он сразу понял, что ей нужно в туалет. Он чувствовал себя немного виноватым, что не показал ей, где он находится, с самого начала. Затем они обнялись и крепко спали до утра. Дейл проснулся первым и, глядя на спокойное спящее лицо девочки, не решился ее разбудить. Почувствовав, что Дейл собирается уходить, Латина тут же проснулась, подбежала и крепко обняла его. Дейлу пришлось немного ее уговаривать, прежде чем она согласилась отпустить его. Он отнес ее в ресторан, встретил Риту и Кеннета, а затем отвел Латину умыться. Он заботился о ней, как любящий отец. Рита помогла Латине аккуратно завязать волосы. Девочка выглядела еще очаровательнее, когда была причесана. Рита подумала, что девочке нужно спрятать сломанный рог. Кеннет принес им обоим завтрак. Латина вдруг поздоровалась с ними, чем очень удивила взрослых. Все восхищались тем, какая она умная и очаровательная. После завтрака Дейл отвел ее на рынок, чтобы купить новую одежду. Они выглядели как отец и дочь. Дейл купил ей много всего и начал беспокоиться о том, что сказала Рита. В конце дня он отвел девочку обратно в гостиницу. Рита спросила его, что он собирается делать. Он тут же растерялся. Он был авантюристом, который умел только сражаться. Сможет ли он вырастить ребенка? Рита успокоила его, сказав, что когда он будет в отъезде, они с Кеннетом помогут позаботиться о девочке. Латина протерла глаза и повернулась, чтобы найти Дейла. Увидев девочку в таком состоянии, Дейл решил стать ее опекуном. Латина сонно открыла глаза, чтобы встретить рассвет. Не увидев Дейла, она поспешно вскочила с кровати, чтобы найти его. Дейл был внизу, писал отчет для клиента. Когда он отчитывался о миссии, ему нужно было предоставить доказательства. Эти доказательства обычно ужасно пахли. Поэтому Рита категорически запретила ему приносить их в ресторан. Дейл мог встречаться с клиентами только на охотничьих угодьях для проверки. Но проблема была в том, что он не мог взять с собой Латину. Рита сказала, что они с Кеннетом позаботятся о девочке, так что Дейлу не о чем беспокоиться. Латина, однако, не могла и на полшага отойти от Дейла. Как только он услышал, что девочка зовет его сверху, Дейл бросился наверх, чтобы отнести ее вниз. Увидев это, Рита напомнила Дейлу, что брать ребенка в лес очень опасно. Но Дейл уже полностью принял свою роль любящего отца. Услышав это, Рита отругала его за глупость, сказав, что он может быстро сходить и вернуться до наступления темноты. Если он будет сидеть дома и цепляться за своего ребенка, где он возьмет деньги, чтобы вырастить ее. Услышав это, Дейл только вздохнул. Он попытался убедить Латину послушно остаться дома и дождаться его возвращения. К счастью, девочка поняла, что он сказал, и послушно слушала. Дейл был тронут до слез и крепко обнял ее. Усыновив ребенка, Дейл, казалось, стал другим человеком. Он не мог оставить девочку, пока Рита не отругала его, и только тогда он пошел на работу. Латина подражала Рите, желая Дейлу безопасного пути, и он улыбнулся от гордости. Латина осталась в ресторане, помогая с мелкими поручениями. Все думали, что в ресторане появился новый скромный официант, который бегает повсюду с вещами и даже умеет собирать грязную посуду. Все боялись, что Латина споткнется и упадет. Кеннет похвалил ее, погладив по голове. В качестве награды он приготовил фруктовое желе, которое выглядело очень аппетитно. Как и при прощании с Дейлом, когда Кеннет пошел за продуктами, девочка тоже пожелала ему безопасного пути. Кто мог устоять перед этой очаровательной девочкой? Она быстро стала любимым официантом, которого обожали все, кто приходил в ресторан. Вечером Дейл вернулся домой. Латина подбежала к нему и крепко обняла, приветствуя его возвращение. Дейл был так счастлив, что не мог поверить, как быстро девочка всему научилась. Во время ужина Рита сказала, что Латина не только послушная, но и помогает с мелкими поручениями. Дейл был очень удивлен. Картофель на столе тоже был приготовлен Латиной, и Дейл с удовольствием съел несколько тарелок. Прошла неделя, и Латина усердно училась и помогала паре в ресторане. Девочка была очень умной и быстро всему училась. Дейл с гордостью заявил, что это его заслуга. Он каждый вечер учил девочку. Дейл считал Латину самым очаровательным человеком в мире. Иногда Дейл все еще ревновал Кеннета, когда видел, как тот заботится о Латине как отец. Этот мужчина был лучше в воспитании детей, чем он думал. Однажды Кеннету нужно было сходить на рынок за картошкой для пюре. Вспомнив, что Дейлу очень нравится это блюдо, Латина попросила Кеннета взять ее с собой. Дейл не мог запретить девочке выходить на улицу.
Он тоже хотел пойти, но, к сожалению, он был не ребенком. Он неохотно позволил Кеннету взять Латину с собой. Внутри него закипала ревность. Латина очень интересовалась новыми и необычными вещами на рынке. Девочка так увлеклась игрой, что случайно потеряла Кеннета. Когда он это понял, Кеннет поспешил обратно, чтобы сообщить Дейлу. Услышав плохие новости, Дейл чуть не сошел с ума и чуть не разгромил весь магазин. Рите пришлось отругать его, чтобы он пошел искать девочку, а не крушил ее магазин. Она думала, что другие охранники не позволят незнакомцу забрать ребенка. Латина тоже была очень умной. Возможно, она сама найдет дорогу домой. Рита попросила постоянных клиентов ресторана помочь с поисками, пообещав им бесплатную еду. Услышав это, все с радостью согласились. Тем временем Латину обижала группа детей. Из-за языкового барьера она чуть не расплакалась. Внезапно появилась девочка по имени Хлоя, отругала хулиганов и пнула их, чтобы спасти Латину. Латина вежливо извинилась перед всеми. Затем она произнесла исцеляющее заклинание для ран детей. Они были очень удивлены, потому что только священники или искатели приключений знали, как использовать магию. При упоминании об искателях приключений Латина вспомнила о Дейле и захотела вернуться домой. Когда они узнали, что она потерялась, дети тоже захотели помочь ей найти дорогу домой. Девочка вспомнила только, что в магазине Кеннета был полосатый кот. Один из детей в группе вспомнил и повел их. В то же время Дейл и другие все еще искали ее. На обратном пути группу детей остановил высокий мужчина. К счастью, это был постоянный клиент, которого Рита и Кеннет попросили о помощи. Он решил отвезти детей домой к Дейлу. Вернувшись домой, Латина сразу же извинилась перед Кеннетом. Он не стал ее ругать, а ласково погладил по голове. Детям, которые привели Латину домой, дали по пакетику сладостей и пригласили прийти поиграть в другой раз. Рита была очень рада, что у Латины появились новые друзья. Высокий дядя отвел детей домой, потому что вечер был очень опасным. Латина послушно склонила голову, чтобы извиниться за то, что заставила всех волноваться о ней. Только сейчас все поняли, что пропал еще один человек, никто иной, как Дейл. Отец пошел искать своего ребенка, но сам заблудился. Только через некоторое время он вернулся, задыхаясь. Увидев, что с Латиной все в порядке, он наконец вздохнул с облегчением. Девочка расплакалась, извиняясь перед ним за то, что была плохой девочкой. Она сказала, что очень испугалась, боялась, что не найдет дорогу домой. Девочка просто хотела быть рядом с Дейлом. Он обнял ее, успокаивая, пока она не успокоилась. В тот вечер он снова занимался с ней. Когда Латина смогла произнести несколько простых слов, Дейл повысил уровень сложности. Перевернув страницу с радужной картинкой, Латина очень заинтересовалась. Кто-то однажды позволил ей постоять под радугой и объяснил, что радуга — это связующее звено между миром. Радуги появляются, когда боги наблюдают за землей, и этот человек сказал, что судьба защитит Латину, поэтому он надеялся, что она будет счастлива. Затем девочка снова заснула на руках у Дейла. Однажды утром, когда Рита наслаждалась утренним кофе, Дейл продолжал что-то бормотать рядом с ней. Он сокрушался, что Латина слишком очаровательна. Он больше не хотел идти на работу и хотел весь день проводить дома с маленькой девочкой. Рита могла только беспомощно вздыхать. Она подумала, что этот парень опять несет чушь. На этот раз Дейлу пришлось отправиться на задание в столицу. Вместо того, чтобы быть со своей послушной, красивой, очаровательной дочерью, ему пришлось быть с чиновниками, которые были старыми, уродливыми и коварными. И от одной мысли об этом ему становилось не по себе. Он знал, что это работа, которую он должен выполнить, и знал, что Латина будет хорошо себя чувствовать дома, и у нее будут друзья. Но он все равно не хотел уезжать. Увидев, что он слишком много говорит, Рита сказала ему, что он должен рассматривать эту поездку как возможность купить подарки для Латины. Например, в столице он мог бы купить несколько видов вкусных конфет. Думая о том, как обрадуется его дочь, когда получит подарки и скажет спасибо, Дейл почувствовал прилив сил. В тот вечер Латина провожала его, пообещав хорошо себя вести дома и ждать его возвращения. Дейл все еще не мог уйти. Но это была работа. Ему пришлось отбросить личные чувства и отправиться с человеком, которого послали его сопровождать. Этот человек давно слышал, что Дейлу очень трудно угодить, поэтому он боялся во время путешествия. Особенно, когда увидел, что лицо Дейла стало холодным и суровым. На самом деле Дейл просто думал о том, какие конфеты купить для своей любимой дочери дома. Этот человек нервничал и хотел предложить Дейлу конфету, чтобы разрядить обстановку. Но он был слишком напуган и промолчал. Глядя на коробку конфет, Дейл сразу подумал о Латине. Он представил, как его дочь надувает щеки, жуя конфету. И он не мог не радоваться. Как только они прибыли в столицу, Дейл спросил у своего сопровождающего адрес, где можно купить конфеты, чем очень удивил мужчину. Затем он отправился на встречу со своим старым другом Грегором. Как только он сел, Дейл подразнил его, сказав, что хочет познакомиться с его невестой, чем разозлил его настолько, что тот вытащил меч, чтобы проучить Дейла.
Когда Дейл сказал, что хочет познакомиться с ней только потому, что ищет подарок для девочки дома, Грегор был крайне удивлен. В его памяти Дейл ничего не знал о детях. Так почему же он теперь беспокоится о подарках для маленькой девочки? Дейл сказал, что это его милая младшая сестра. Но его тон показался Грегору странным. Грегор действительно знал, что Дейл воспитывает девочку из расы демонов со сломанным рогом. Проблема была в том, что Дейл всегда убивал демонов, таких как Тина, и Грегор боялся, что Дейл смягчится, и это повлияет на его задание. Дейл подтвердил, что независимо от того, кто был противником, человек или демон, пока это было задание, он не проявлял милосердия. Услышав это, Грегор успокоился и продолжил давать задания. На этот раз им нужно было уничтожить слуг седьмого повелителя демонов. Те, кому была дана огромная сила, включая тех, кто не был из расы демонов, должны были обойти горы, чтобы их не заметили. Но это заняло бы еще несколько дней. Услышав это, Дейл сразу же расстроился, сетуя на то, что пройдет много времени, прежде чем он сможет вернуться к Латине. В это время дома Латина училась печь с Кеннетом. Он так баловал девочку, что использовал клиентов в качестве подопытных кроликов для ее пирожных, заставляя их есть. Когда Кеннет сказал ей, что первый клиент купил одно из ее пирожных, Латина была вне себя от радости. Рита поздравила Кеннета с тем, что он нашел ученицу, которой можно передать свои навыки. Хотя эти двое очень любили Латину, девочка все равно чувствовала себя одинокой без Дейла. Кеннет утешал ее, говоря, что Дейл очень ее любит. И когда бы он не вернулся, он первым делом радостно звал ее по имени. Латина молчала. Ее всегда бросали с самого детства. Она также потеряла отца, из-за чего всегда винила себя в том, что приносит несчастье. А потом появился Дейл. Он был первым, кто хорошо к ней относился, самым особенным для нее человеком. Кеннет спросил девочку, почему она не сказала об этом Дейлу напрямую. Она только покачала головой, сказав, что боится, что он ее возненавидит. Увидев это, Кеннет придумал, как помочь девочке не грустить, научив ее хорошо готовить, чтобы однажды она могла сама готовить для Дейла. Глядя на то, как учитель и ученица радостно готовят, Рита не могла удержаться от смеха. Кеннет относился к обучению Латины серьезнее, чем к чему-либо другому. На следующий день Хлоя пришла в ресторан поиграть. Латина невинно спросила Хлою, друзья ли они, потому что с самого детства у нее никогда не было друзей. Хлоя нашла девочку очень жалкой. Она утешила Латину, сказав, что они друзья, а затем пригласила ее в школу. Рита очень удивилась, услышав это, и спросила, сколько лет Латине. Девочка долго думала, а потом сказала, что ей 7 или 8 лет. Рита была очень удивлена. Она думала, что Рита такая маленькая, что ей всего около 5 лет. Хлоя попросила у Риты разрешения отпустить Латину в школу. Рита сразу же согласилась. Она сказала себе, что напомнит Дейлу, чтобы он записал девочку в школу, как только он вернется. В это же время Дейл и его товарищи по команде нашли логово драконов под седьмым повелителем демонов. В этом логове была еще и женщина-демон. Он произнес заклинание, и битва стала оглушительной. Всего за мгновение его группа выполнила задание. В ресторане клиенты все больше восхищались скромной официанткой Латиной. Девочка не только умела печь вкусные пирожные, но и обслуживала клиентов за столиками, заставляя всех таять от умиления. Даже такой грубый человек, как мистер Джилл, который никогда не любил детей, смягчился перед такой вежливой очаровательностью. Выполнив задание, Дейл настоял, чтобы Грегор приготовил для него дракона, чтобы он мог сразу же отправиться домой. Но Грегор заставил его сначала остаться на праздничный пир. Дейл отказался и закатил истерику. Грегору пришлось остаться, чтобы выбрать подарки для Латины. Дейл сразу же изменил свое отношение, став счастливым, как ребенок. Грегор беспомощно вздохнул. Похоже, его друг неисправим. Дейл вернулся в ресторан. Он распахнул дверь и громко позвал Латину, напугав всех. Увидев, как девочка выглянула, Дейл сразу же крепко обнял ее. Поднял высоко и закружил. Казалось, он наконец-то отдохнул. Он собирался подарить ей подарок, когда она попросила его подождать минутку и зашла внутрь. Рита сказала ему, что во время его отсутствия Рита очень храбро оставалась одна на чердаке. Услышав это, Дейл снова расплакался. Затем Латина принесла торт, который она пекла все это время, и сказала, что это для него. Только от этого Дейл так громко закричал, что чуть не обрушил ресторан. Как будто хотел показать всему миру, как сильно девочка его любит. Сегодня в ресторан пришел постоянный клиент. Увидев Латину в милом розовом платье, он не смог удержаться и сделал ей комплимент. Внезапно он почувствовал убийственную ауру и, обернувшись, увидел, что Дейл смотрит на него предостерегающим взглядом, как будто угрожая ему не приближаться к девочке. Латина заметила рану на руке этого клиента. Похоже, он только что вернулся с охоты на волшебных зверей. Девочка подошла и с помощью исцеляющей магии помогла клиенту выздороветь.
Все, кто видел эту сцену, были удивлены, особенно Дейл. В тот вечер Дейл похвалил Латину за ее мастерство. Однако невинная девочка спросила, не может ли Дейл тоже использовать магию. Дейл объяснил, что язык для произнесения заклинаний — это язык демонов. Если люди хотят его использовать, им нужны особые навыки, чтобы правильно его произносить. Дейл был одним из немногих, кто мог это делать, и поэтому он смог поговорить с Латиной с первой встречи. У обычных людей тоже есть магический потенциал, но они не могут использовать его свободно. Поэтому люди создали магические инструменты, которые имитируют такие стихии, как огонь и вода, превращая их в драгоценные сокровища. А еще потому, что люди и демоны редко торгуют друг с другом. Услышав это, Латина вдруг задумалась, почему демоны не дружат с другими расами. Дейл не смог ответить, он просто кивнул. Потом он предложил научить девочку еще большему количеству магии. Услышав это, Латина обрадовалась. Она внимательно слушала каждое его объяснение. И вот настал день, когда Дейл впервые отвел Латину в школу. Хотя девочка послушно слушала, Дейл все равно беспокоился, как заботливый отец. Он не мог вынести разлуки с ней. Ему пришлось успокоиться, напомнив себе, что нужно мыслить рационально, потому что он был опекуном девочки. Увидев, как он беспокоится о ребенке, Рита насмешливо рассмеялась, сказав, что он слишком остро реагирует, ведь девочка просто идет в школу, как любой другой нормальный ребенок. Латина пошла в школу со своей подругой Хлоей. Эта школа была храмом золотой богини Фар. Войдя в класс, Латина поздоровалась с 3 друзьями — Марселем, Энтони и Руди, которых она знала раньше. Увидев, что Латина поздоровалась с ним, Руди покраснел. Застенчивый мальчик не знал, что делать, когда такая милая подруга позвала его. Вдруг к Латине подошла девочка и спросила, не из расы ли она демонов. Оказалось, что она уже заметила рог, спрятанный под шарфом Латины. Девочка представилась как Сильвия. Ей очень понравились эти рога, и она хотела видеть их каждый день. Хлоя нашла это любопытство довольно раздражающим. Пока другие друзья обсуждали, что Сильвия похожа на богатую юную леди, они не могли продолжить разговор, потому что пришла учительница. Сильвии пришлось вернуться на свое место. Увидев, как вошла учительница, Латина почувствовала, как внутри нее поднимается страх. Действительно, у женщины перед ней было не только пугающее выражение лица, но и ее метод преподавания был довольно странным, что еще больше беспокоило Латину. Вернувшись домой после школы, Латина продолжила изучать магию с Дейлом. Он спросил, как прошел ее день. Девочка радостно улыбнулась и сказала, что у нее появились новые друзья, и она многому научилась. Увидев, что девочка такая послушная, Дейл полюбил Латину еще больше. На каждой перемене в школе Латина часто играла в догонялки с друзьями. Руди всегда первым догонял ее, иногда даже держал за руку, из-за чего между ними иногда возникали разногласия. Но атмосфера в классе была немного напряженной. Во время одного урока учительница узнала, что Латина из расы демонов. Она тут же разозлилась, схватила Латину за волосы и начала кричать на нее. Она сказала, что Латина — проклятое существо, которое не заслуживает того, чтобы здесь находиться. Эти слова напугали Латину. Учительница также распространяла злые мысли о расе демонов среди других учеников. Когда она увидела, что учительница слишком сильно дергает Латину за волосы, Хлоя не выдержала и в знак протеста бросила в нее что-то. Другие друзья тоже встали на защиту Латины. Учительница тут же пригрозила, что любой, кто осмелится выступить против монахини храма, будет исключен. Вдруг Сильвия спокойно сказала, что учительница может исключить ее. Она не боялась, потому что ее семья похвалит ее за то, что она защитила одноклассницу. Услышав это, другие друзья встали на защиту Латины. Но для Латины психологическая травма была слишком глубокой. Девочка не понимала, в чем разница между людьми и демонами. Другой учитель объяснил, что самая большая разница — это продолжительность жизни. Демоны живут в 2 раза дольше людей. Эти слова заставили Латину упасть в обморок. Вернувшись домой, девочка выглядела очень грустной. Она избегала вопросов Кеннета и сразу побежала в свою комнату. Она расплела косы, обнажив пару рогов, а затем руками сломала их. Услышав шум, Кеннет вбежал в комнату и увидел Латину, лежащую без сознания в луже крови. Он быстро отнес ее вниз, умоляя посетителей помочь, если кто-нибудь знает, как лечить раны. Увидев кровь, Рита тут же запаниковала. К счастью, среди посетителей был человек, который знал, как оказать первую помощь. После этого Кеннет поспешил отвезти девочку в больницу. Когда Дейл вернулся и услышал новости, он почувствовал, что внутри у него все горит. Он не понимал, зачем девочка это сделала. Кеннет вздохнул и сказал, что только Дейл может найти ответ. Придя в себя, Латина стала раздражительной. Она больше не могла смириться со своими рогами. Девочка плакала и говорила, что люди больше не позволят ей остаться, но только люди в этой гостинице по-настоящему заботились о ней. Чем больше она говорила о продолжительности жизни, тем отчаяннее выглядела. Дейлу пришлось долго обнимать ее и успокаивать, пока она не успокоилась. На следующий день он пошел в храм, чтобы встретиться с кем-то и поговорить с ним. Он рассказал ему обо всем случившемся.
Мужчина защищал монахиню, говоря, что она потеряла всю свою семью из-за расы демонов. Дейл строго сказал, что это не повод называть невинного ребенка отвратительным. Он знал, что это не первый раз, когда она создает проблемы. Он предупредил мужчину, что если тот не накажет ее, то он пожалуется богу войны. Услышав это, храм был вынужден исключить ее из религиозного ордена. Хотя все разрешилось, Дейл все равно винил себя. Если бы он только раньше рассказал Латине правду о продолжительности жизни. Вернувшись домой, Рита сказала, что Хлоя приходила навестить девочку. Хлоя расплакалась, ругая подругу за глупость. Она похвалила Латину за красивые рога и сказала, что Латина всегда будет Латиной. Услышав это, Латина расплакалась, обняла подругу и стала извиняться. Вечером Рита и Кинет устроили вечеринку в честь того, что Латина в безопасности. Латина сказала, что она действительно счастлива. Ее приняли и полюбили все. Жизнь девочки стала ярче. Дейл крепко обнял Латину. Он был так рад, что нашел ее в тот день. Вечеринка прошла весело. Дейл с радостью сказал, что сегодня вечером угостит всех в ресторане. Услышав, как все хвалят Латину, Дейл не мог не гордиться ею. Он даже хвастался, что девочка не только послушная, но и талантливая и очаровательная. Услышав это, Латина покраснела. Чтобы поддержать веселье, постоянный посетитель принес гитару и запел. Дейл хотел, чтобы Латина продемонстрировала свой певческий талант, ведь он никогда раньше не слышал, как она поет. Но как только девочка начала петь, ее голос заставил Дейла подумать, что ей нужно быть только милой. Ей не нужно было петь. Полностью выздоровев, Латина смогла с радостью вернуться в школу. Перед уходом Дейл дал ей множество указаний, и даже когда она вышла за дверь, он побежал за ней, чтобы добавить еще несколько напоминаний. Придя в класс, Латина увидела, что Марсель и Руди что-то обсуждают. Когда она спросила, то узнала, что Марсель ищет подарок для своего отца. Сильвия тоже вмешалась и похвасталась, что в этом году подарит отцу пару перчаток с вышитым цветком. Хлоя посоветовала, что если в подарке будет искренность, то отцу Марселя он точно понравится. Но чем больше они говорили, тем больше разговор заходил в тупик. После школы Латина вернулась домой. Она хотела кое о чем поделиться с Кеннетом. В последнее время девочка все больше становилась умелой официанткой, милой и ловкой. Рита и Киннет даже подумали, что девочка, возможно, гений. С первой попытки, будь то готовка или уборка, Латина сразу все запоминала. Странно было то, что когда она только приехала, девочка была такой неуклюжей, что даже не знала, как держать нож или выжимать тряпку. Дело было не в том, что она не могла этого сделать. Она просто не знала, с чего начать. Дейл вдруг кое-что понял. Он спросил, учил ли ее кто-нибудь, кроме него и Кеннета. Латина неловко ответила что-то, но тут же прикрыла рот рукой. Как будто боялась сказать что-то не то. Увидев это, Дейл поспешно сменил тему, не желая заставлять ее думать дальше. В тот день после школы Латина попросила разрешения зайти к Хлое домой. Как обычно, Дейл закончил работу и сразу же помчался домой, чтобы увидеть ее. Но на этот раз Латины не было дома. Она пошла к Хлое. Услышав, что девочка в последнее время каждый день так играет, Дейл замер. Его глаза наполнились слезами, как будто он вот-вот заплачет. Ему было грустно, потому что теперь у девочки были друзья, с которыми она играла, и ему придется делить ее любовь. С разбитым сердцем Дейл вошел в ресторан, оставив Кеннета в недоумении, не понимая, что происходит. Только Рита знала, что Дейл не может ревновать к Хлое. С другой стороны, Латина училась шить у Хлои. Мама Хлои даже сказала, что благодаря Латине ее дочь стала старательнее и серьезнее. Вечером, вернувшись домой, Латина помогала Кеннету и Рите накрывать на стол. Просто увидев ее милую манеру поведения, Дейл почувствовал, как его сердце смягчилось. Он даже подразнил Кеннета, что тот использует девочку. Кеннет только рассмеялся, сказав, что платит ей как положено. Латина теперь была официальным сотрудником, но не работала допоздна, потому что была еще ребенком. Дейл был потрясен, услышав это, потому что никогда не видел у девочки много денег. Кеннет сказал, что Латина, наверное, копит, и это еще больше смутило Дейла. Он начал бормотать, как потерянная душа. Посетители ресторана, которые это видели, подумали, что он вот-вот упадет в обморок от голода. В этот момент Латина болтала с постоянным посетителем, дядей Джилом. Она упомянула о недавней холодной погоде, и он ответил, что скоро пойдет снег. Они и не подозревали, что двое мужчин наблюдают за Латиной издалека. Похитители, которые специально охотились за детьми разных рас, чтобы продать их. Джилл тоже почувствовал что-то необычное в этих двух посетителях. Попрощавшись, он вернулся домой. Латина пошла искать Кеннета, чтобы спросить, где Дейл, потому что хотела сделать ему подарок. Киннет знал об этом, поэтому поспешил наверх. Наверху Дейл был мрачен, виня себя за то, что позволил девочке работать без его ведома. Он даже подумал,
Не купил ли он ей все, что она хотела? Или она не хотела его беспокоить? Пока он бормотал себе под нос, внезапно вошла Латина, напугав его. Девочка нервно достала подарок на день рождения, который она приготовила для него, подарок, который она сделала сама, научившись у своих друзей в школе. Дейл принял его и чуть не расплакался. Он крепко обнял Латину, задыхаясь от эмоций, что он самый счастливый человек на свете. Потом Дейл повел девочку вниз. Двое незнакомцев, которые были там раньше, были крайне удивлены, увидев, как он превратился из мрачного человека в счастливого отца. Оказалось, что Латина попросила разрешения работать неполный день, потому что хотела купить подарок Дейлу. Киннет сказал, что если она будет работать усерднее, он будет ей платить. Киннет сказал, что это нормально, потому что дети здесь часто начинают работать рано, чтобы научиться чему-то. Он также сказал, что Латина может учиться, чтобы стать ученым. Или научиться готовить прямо в ресторане. Для Латины ходить в школу было весело. Но она думала, что ее жизнь длиннее, чем у людей, поэтому она еще успеет научиться чему-то позже. Теперь она хотела сосредоточиться на том, чтобы научиться готовить у Кеннета, потому что это была ее главная цель. Услышав это, Киннет был очень рад и решил стать для нее примером для подражания. Тем временем Дейл, получив подарок ручной работы от своей любимой дочери, с восторгом показывал его всем в ресторане. Латина случайно увидела первый снег в этом сезоне и выбежала на улицу, чтобы посмотреть. С того дня она каждый день сидела у окна, ожидая, когда пойдет снег. Увидев, что девочка так увлечена, Дейл предложил ей выйти на улицу поиграть. Как только дверь открылась, Латина выбежала во двор и погрузилась в веселье. Поиграв, она неохотно пошла принимать ванну. В отличие от девочки, Дейл всегда считал снег неприятным и опасным и никогда не думал, что кому-то он может так нравиться. Перед тем, как пойти на работу, Дейл снова дал Латине разные указания, даже крепко обнял ее и немного поплакал, прежде чем смог уйти. Неожиданно, когда он ушел, в ресторан вернулись двое похитителей, которые были там раньше. Латина подавала воду и болтала с Джилл о снеге. Когда Джилл ушла, она увидела, что он забыл сумку. Латина тут же побежала за ним, чтобы вернуть ее. На обратном пути в ресторан ее остановили двое крупных мужчин. Узнав в них плохих людей, она быстро свернула в другую сторону и убежала. Из-за скользкой дороги она споткнулась. Латина хотела использовать магию, чтобы защититься, но вспомнила, что Дейл велел ей использовать ее только в случае опасности. Когда она подумала, что ее вот-вот похитят, раздался голос Джилл. Он давно подозревал их, а теперь, увидев это своими глазами, разозлился и хотел проучить похитителей. К счастью, в этот момент появилась городская стража и поймала двоих мужчин. Лейтенант сообщил им, что недавно на черном рынке торговали детьми разных рас. Латина, девочка из редкой расы демонов, была идеальной целью. Он даже знал ее имя, что удивило Латину. Оказалось, что этот лейтенант был отцом Сильвии и ее одноклассницы. Он сказал, что у него будет возможность посетить ресторан, где живет Латина, чтобы попробовать его. Выполнив свою миссию, Дейл помчался домой как ветер. Он был взволнован мыслью, что увидит яркую улыбку Латины, которая придаст ему сил. По дороге он встретил девочку, которая шла с Джилл. Дейл бросился к ним, чтобы расспросить их. Джилл просто мягко скрыла то, что произошло, сказав, что Латина просто помогала ему вернуть забытые вещи. В тот день, увидев, что Дейл сидит задумчивый, Рита подошла к нему и спросила, что случилось. Дейл ответил, что его пальто стало слишком тесным. Хотя он много раз его чинил, теперь оно стало непригодным для носки. Эти пальто были привезены из его родного города, и он был к ним немного привязан. В этот момент Рита протянула Дейлу письмо из его родного города и ушла. Он вдруг понял, что сегодня Рита выглядит немного бледной и нездоровой. Неожиданно, как только он подумал об этом, она упала на месте. После осмотра все были удивлены, обнаружив, что Рита носит в себе маленькую жизнь. Кеннет выглядел смущенным. Оказалось, что он знал об этом раньше, но все еще искал подходящее время, чтобы рассказать Дейлу, не ожидая, что это раскроется вот так. Как только Рита пришла в себя, она настояла на том, чтобы вернуться на работу. Несмотря на постоянные уговоры Кеннета отдохнуть. В этот момент Дейлу пришла в голову мысль. Он подумал, что раз у пары скоро будет ребенок, ему стоит забрать Латину и поселить ее в другом месте. Но прежде чем он успел договорить, Киннет и Рита одновременно возразили. Они сказали, что он может идти куда хочет, но Латина должна остаться, потому что девочка уже официально работает в ресторане. Услышав это, Дейл возразил, что несмотря на это, он никогда не видел, чтобы Латина тратила деньги. Киннет улыбнулся. На самом деле, Латина сказала ему, что хочет накопить денег, поэтому он отвел девочку в храм, чтобы сделать пожертвование. Киннет даже пошутил, что такими темпами у Латины скоро будет достаточно денег на приданное. Только подумав об этом, Дейл вскочил и начал громко протестовать.
Пока он плакал и закатывал истерику, Латина вернулась из школы, и сцена стала еще более трагикомичной. Когда она услышала, что все говорят о ребенке в животе Риты, Латина очень обрадовалась. Дейл сказал Кеннету, что собирается съездить в свой родной город. В тот вечер Дейл сел и дал Латине указания. Сначала он планировал дождаться, пока девочка закончит школу, прежде чем вернуться. Но сильно испорченное пальто заставило его уехать раньше. Кроме того, он хотел вернуться до того, как Рита родит, чтобы не доставлять Кеннету лишних хлопот. Дейл спросил, хочет ли Латина поехать с ним или остаться. Глаза девочки загорелись при упоминании о поездке, она радостно и настойчиво попросила взять ее с собой. На следующий день она начала собирать вещи, чтобы подготовиться к поездке. Готовя вместе с Кеннетом, Латина сказала, что хочет взять с собой свой любимый нож. Кеннет объяснил, что это кухонный нож, который не подходит для дальних поездок. Вместо этого у девочки должен быть нож, удобный для резьбы по дереву. Он также сказал, что если понадобится, Дейл может купить такой в столице. Латина хотела выбрать нож, который будет удобно держать в руке. Поэтому Кеннет предложил отвезти ее в кузницу. По дороге Латина сказала, что отец Руди, ее одноклассника, тоже кузнец. Кеннет смутно его знал, поэтому воспользовался возможностью и отвел ее туда. Сначала отец Руди подумал, что они пришли купить игрушки, поэтому нахмурился. Но когда Латина вежливо поздоровалась с ним и попросила подходящий для нее нож, он подумал, что девочка просто шутит, и проигнорировал ее. Кеннету пришлось объяснить, что девочке нужен нож для приготовления пищи в дальних поездках, и только тогда он повел их внутрь, чтобы выбрать. Пока они выбирали, трое братьев и сестер Руди шумели снаружи. Руди, который только что закончил спорить, был ошеломлен, когда отец позвал его и сказал, что пришел одноклассник, и повернулся, чтобы увидеть улыбающуюся и приветствующую его Латину. Он и его братья и сестры замерли. Руди быстро подбежал и сказал, что Латина не может пользоваться ножами в его доме. Девочка немного разозлилась, но все же ответила, что привыкнет. Услышав, что Латина собирается в долгое путешествие, Руди был потрясен, думая, что она уедет навсегда, и заметно забеспокоился. Кеннет напомнил Латине, что она должна заранее предупредить своих друзей. Если она вдруг исчезнет, все будут очень переживать. Поэтому девочка повернулась и сказала Руди, что просто поедет домой с Дейлом и вернется до конца лета. Услышав это, Руди успокоился и вернулся к своему обычному холодному поведению. Наконец Латина выбрала нож, который ей понравился. Отец Руди не собирался брать с нее деньги. Но девочка настояла на том, чтобы заплатить своими деньгами, потому что раньше ей всегда дарили подарки, а теперь она хотела иметь что-то свое. Увидев, что девочка понимает, хозяин согласился. Он также удивился, увидев, что маленькая рука Латины немного не подходит к рукоятке ножа, поэтому решил подогнать ее по размеру. Руди воспользовался возможностью подразнить маленькую девочку и тут же получил болезненный удар по голове от отца. В классе Латина невинно рассказала друзьям о своей предстоящей поездке. Дейл воспользовался возможностью сходить на рынок и купить еще несколько вещей, чтобы Латина могла защитить себя. Он понял, что с тех пор, как у него появилась девочка, покупка вещей для Латины стала его самой большой радостью. В это время он случайно столкнулся с Хельманом, который ему не очень нравился. Не желая создавать проблемы, Дейл воспользовался возможностью и попросил его помочь выбрать несколько вещей. Хельман неправильно понял, решив, что Дейл приглашает его на свидание, и Дейл разозлился и смутился. Тем не менее, думая о Латине, он все равно старался быть терпеливым. Хельман отвел Дейла в роскошный магазин магических предметов. Он быстро выбрал подходящий наряд для Латины, что вызвало у Хельмана подозрения, потому что это была явно детская одежда. Дейл пробормотал, что покупает это для кого-то другого. Увидев его неловкий вид, Хельман просто сделал вид, что поверил ему. Наконец Дейл радостно поблагодарил его, и Хельман улыбнулся, сказав, что в следующий раз он хотел бы встретиться с маленькой волшебницей, которая так изменила Дейла. Вернувшись в гостиницу, Латина с восторгом рассматривала свою новую вещь. Рита и Кеннет велели Дейлу очень тщательно оберегать девочку. Попрощавшись со всеми, Дейл и Латина официально отправились в путь. По дороге Латина заметила, что направление было необычным. Дейл объяснил, что хочет воспользоваться этой возможностью, чтобы отвезти ее на могилу отца. Это был лес, где они впервые встретились, а также дорога в его родной город. Услышав это, Латина на мгновение замолчала, а затем нежно взяла Дейла за руку. Поблагодарив его за то, что он много раз навещал могилу ее отца, девочка сказала, что хочет увидеть ее своими глазами и сказать отцу, что она живет счастливо. Прежде чем войти в лес, Дейл предупредил, что они должны быть осторожны с магическими существами. Действительно, всего через несколько шагов Латина почувствовала опасность и тут же достала свой защитный магический инструмент. Дейл тоже быстро заметил и убил нескольких существ. Он не мог не удивиться способности девочки чувствовать опасность. Латина сказала, что с самого детства, когда она сталкивалась с опасностью, она знала только, как убежать, но ее отец сказал, что это своего рода инстинкт, защищенный судьбой.
Сразу после этого появилась еще одна стая магических существ. Дейл особенно не любил сражаться с ними в ближнем бою, потому что они выделяли отвратительную слизь. Удивительно, но Латина вызвалась помочь. Она произнесла заклинание, создав вокруг Дейла магический щит. Он был поражен талантом девочки в ее возрасте, а затем бросился в бой. Латина отступила, закрыв нос из-за неприятного запаха, и Дейл на мгновение забеспокоился, что в будущем она будет избегать его из-за этого запаха. После битвы они добрались до могилы отца Латины. Отдав дань уважения, Дейл поставил палатку, чтобы переночевать. Пока он ходил за дровами, Латина воспользовалась возможностью разжечь костер и приготовить еду, применив то, чему ее научил Кинет. Когда Дейл вернулся, он не смог скрыть улыбку одобрения, и Латина с радостью вызвалась готовить. Дейл сразу согласился, и действительно, блюдо девочки было очень вкусным, напомнив ему о тех днях, когда он путешествовал с Кеннетом. Иметь рядом того, кто умеет готовить, было действительно ценно. Латина чувствовала, что она еще не так хороша, как Кинет, поэтому решила учиться еще усерднее. В ту ночь они ели и грелись рядом друг с другом. Для Латины быть рядом с Дейлом было величайшим счастьем и безопасностью. Она молча сказала своему умершему отцу, что живет очень счастливо. На следующий день они продолжили свое путешествие. Дейл беспокоился, что Латина устанет от ходьбы, поэтому посадил ее на лошадь. Девочка совсем не чувствовала дискомфорта. На самом деле, ей очень нравилось ночевать на природе, как и накануне. Особенно, когда Дейл был рядом, Латина чувствовала себя в большей безопасности и комфорте. Проехав некоторое расстояние, Латина вдруг указала пальцем и воскликнула, увидев перед собой большой мост. Это был первый раз, когда девочка увидела такое. В этот момент Дейл понял, что Латина родом с горы по другую сторону леса, прямо на границе территории первого повелителя демонов. Сидя на лошади, Латина настояла на том, чтобы слезть и пройтись пешком, потому что хотела посмотреть на новые пейзажи вокруг. Дейл улыбнулся в знак согласия и пошел вперед, указывая на то, что впереди находится город Хаос, где они остановятся на ночь. Это было знакомое место для искателей приключений, совсем не похожее на атмосферу в городе, где они жили. Дейл даже пошутил, что, увидев его маленькую деревню, девочка будет еще больше удивлена. Вечером после ужина они остановились в гостинице. Дейл заметил, что Латина все еще пишет и рисует и не ложится спать, поэтому напомнил ей об этом. Оказалось, что она делала записи в своем секретном дневнике. Когда Дейл с любопытством подошел, девочка быстро прижала к себе блокнот, покраснев, и ему стало еще интереснее, что там написано о нем. Потом, испугавшись незнакомого места, Латина робко попросила Дейла лечь спать рядом с ней. Он также воспользовался возможностью научить ее небольшому заклинанию, чтобы изменить гравитацию и легко сдвинуть две кровати вместе. Так они оба мирно заснули. На следующий день Дейл сообщил ей, что они приближаются к портовому городу Куала. Услышав о порте, Латина сразу представила себе море и захотела увидеть его своими глазами. Дейл указал на далекий холм и сказал, что если они поднимутся туда, то увидят весь город. Действительно, когда они добрались до места, Латина была поражена видом шумного мегаполиса, раскинувшегося вдоль побережья. Войдя в город, Дейл рассказал, что здесь поклоняются синему богу Азраку, богу торговли и морей. Резные изображения повсюду были сделаны, чтобы просить его защиты. Услышав это, Латина вдруг спросила, может ли она отправить отсюда письмо в Круз. Дейл кивнул, и девочка обрадовалась, потому что это означало, что она сможет писать письма своим близким домой. Латина крепко держала Дейла за руку, пока они бродили по рынку. Запах свежей рыбы напомнил ей об их первой встрече, когда он угостил ее жареной рыбой на шпажках. Вечером Дейл повел Латину в модный ресторан. Она была в розовом платье и с любимой лентой, выглядела как очаровательная юная леди. Дейл беспокоился, что на нее могут обратить внимание или похитить, поэтому он постоянно напоминал ей, чтобы она не отпускала его руку. Обстановка ресторана так понравилась Латине, что она то и дело подпрыгивала. Увидев это, Дейл ел и втайне смеялся про себя, понимая, что эта девочка действительно пытается вести себя как юная леди. И это делало ее еще более очаровательной в его глазах. Во время ужина Латина заметила на сцене женщину-музыканта из расы демонов. Увидев, что у нее такой же браслет, как у нее, Латина спросила об этом Дейла. Он подозвал официанта и договорился встретиться с этой артисткой на следующий день. Вечером Латина снова писала в своем дневнике. Она рассказала о прогулке по рынку и попросила Дейла купить сушеной рыбы, чтобы Кинет научил ее готовить ее. Она пожаловалась, что ей хочется написать еще много всего. Настолько, что она не знала, с чего начать. На следующий день Дейл отвел Латину на место встречи. Артистку звали Гларос.
Во время разговора Латина случайно сказала, что браслет, который она носит, принадлежит ей, и нечаянно показала свой сломанный рог. Гларес была поражена, Дейл запаниковал и быстро все объяснил. Гларес также рассказала, что на ее родине браслет был священным подарком отца ребенку при рождении. На нем было выгравировано имя и пожелание. Она даже сняла шляпу, показав свои демонические рога, и призналась, что когда-то покинула родину, вышла замуж за человека и поселилась в этом портовом городе. Благодаря тому, что Гларес перевела надписи на браслете, Латина узнала, что настоящее имя ее отца Смарагди. Гларес также упомянула королевство короля демонов Базилиоса, откуда она родом. Дейл и Латина с интересом слушали, как Гларес рассказывала им о разных повелителях демонов, о повелителях демонов-разрушителей, которые сеют хаос и ужас среди людей. Рассказ был таким длинным, что Гларес чуть не опоздала на работу, и им пришлось попрощаться. Перед уходом Латина невинно спросила о муже и детях Гларес. Она нежно обняла девочку и сказала, что демонам трудно зачать ребенка, особенно с людьми, поэтому у нее нет детей. Эти слова на мгновение расстроили Латину. Но теплые объятия Гларес тоже утешили ее. Выйдя из ресторана, Латина молча шла рядом с Дейлом. Почувствовав грусть девочки, он тут же взял ее на руки. Латина покачала головой и тихо сказала, что она уже не ребенок. Но Дейл только улыбнулся. В его глазах она всегда будет самой очаровательной девочкой. До родного города Дейла было еще далеко. Чтобы избежать крутых и опасных горных хребтов, им пришлось сделать крюк. По пути они случайно увидели цветущую вишню в весеннюю погоду. Латина радостно побежала и запрыгала под цветущими ветвями, а Дейл остановился, чтобы она могла полюбоваться ими. Перед уходом он достал 2 рыбных бутерброда, которые приготовил для них. В этот момент сзади раздался звук. Появился мужчина с ушами животного. Это был Джозеф, родственник Дейла. Дейл привел их обоих в свою деревню. После долгого отсутствия он был удивлен, увидев, что Джозеф стал отцом. Латина с любопытством посмотрела на ребенка и заметила, что глаза у него как у матери, а лицо как у отца, что ее поразило. Мало того, Латина похвалила жену Джозефа за красоту, и дядя просиял от гордости. Дейл тоже удивился, что Латина смогла определить даже пол зверолюдей. Пока они разговаривали, Латина тихонько спустилась на кухню. Жена Джозефа увидела девочку и позвала ее присоединиться. Глядя на овощи, собранные в горах, Латина не могла не удивиться, ведь рядом с Круистауном не было гор, поэтому она тоже закатала рукава, чтобы немного помочь с приготовлением еды. Когда запах еды распространился по всему дому, проснулся и маленький волк. Сначала, увидев Дейла и Латину как незнакомцев, малыш немного испугался и прижался к отцу. Ребенка звали Майя. Хотя она все еще стеснялась, увидев, какая милая Латина, Майя быстро подружилась с ней. Вечером вся семья собралась за ужином. Латина попробовала тушеное мясо. Оно ей понравилось, и она спросила у тети, что это за мясо. Муравей объяснил, что это мясо дикого кабана, которого много в лесу. Джозеф также сказал, что на следующее утро вся деревня пойдет на охоту, и если все пройдет хорошо, он оставит порцию для Дейла и Латины. Это была большая охота, как предсказала жрица бога Бана Саджа. Услышав о жрице, Латина вздрогнула и уронила ложку. Когда Дейл спросил ее, она просто покачала головой и сказала, что ничего страшного. В ту ночь Дейл почувствовал, что с девочкой что-то не так, но как бы он ни спрашивал, Латина отвечала только короткими фразами «ничего страшного». Дейл начал думать о жрице Бана Саджа, которая была божеством, позволяющим людям заглядывать в будущее. Возможно, причина, по которой Латину изгнали из деревни, была связана с этими пророчествами. На следующее утро Дейл провожал Джозефа на охоту. Посмотрев вниз, он увидел, что Латина выглядит подавленной. Даже от небольшого звука она вздрагивала, на ее лице явно читалось беспокойство. Увидев это, Майя подошла к ней поиграть, а потом спросила, не болит ли у нее что-нибудь, и вдруг расплакалась. Дейл был в замешательстве, но тетя объяснила, что дети часто чувствительны к эмоциям других людей. Она мягко посоветовала Латине, если ей грустно или больно, поплакать, потому что дети должны искать поддержки у взрослых. Услышав это, Латина расплакалась и крепко обняла Дейла. После этого приступа плача девочки стало намного легче. Ближе к вечеру охотничья группа вернулась. Принеся 2 огромных диких кабанов, Дейл посмотрел на них и подумал, что это волшебные звери. Потому что обычно дикие кабаны не такие большие. Они с Латиной вышли на улицу подышать свежим воздухом. Там девочка робко призналась, что очень боится, потому что она плохая. Поэтому ее выгнали из деревни. Хотя ее семья сказала, что она не злая. Из-за того, что ее отец погиб, защищая ее.
Латина всегда винила себя. Дейл хотел спросить о пророчестве, но оказалось, что Латина слышала только слухи от жителей деревни, а не напрямую. Он наклонился к ней и утешил, сказав, что людям очень трудно понять пророчество богов, поэтому они не могут судить по ним. То, что сказала ее семья, было правдой. Латина вовсе не была злой. Он тоже кое-что предвидел, хотя и не от той жрицы, но понимал больше, чем девочка. Сказав это, Дейл обнял Латину, успокаивая ее теплыми крепкими объятиями. В этот момент прибежала Майя и позвала их поиграть, и Дейл почувствовал, как его сердце смягчилось, когда он увидел, как двое детей веселятся. Однако на следующий день Дейлу и Латине пришлось продолжить свое путешествие. Майя расплакалась, не в силах расстаться со своей маленькой подругой. Девочка даже разозлилась настолько, что ударила своего отца. Попрощавшись, Дейл и Латина ушли, оставив позади отчаянные крики Майи. По дороге на них внезапно напали сзади. К счастью, они успели скрыться в туннеле и на время оказались в безопасности. Но когда они вышли, Дейл сразу же столкнулся со своей бабушкой. Оказалось, что покушение было всего лишь розыгрышем семьи, чтобы сделать его возвращение домой более драматичным. Его родители тоже были в этом замешаны, и Дейл разозлился. Когда они увидели, что Дейл привел с собой маленькую девочку, вся семья удивилась. Сначала они подумали, что он привел домой подружку, но неожиданно оказалось, что это ребенок. Но как только они увидели, что Латина послушная и милая, она сразу же понравилась матери Дейла. Что касается самого Дейла, то он все еще был раздражен чрезмерными подразниваниями. По дороге домой он объяснил Латине, что Титроу — это не официальное название деревни, а то, как ее называют люди. Жители здесь в основном используют похожие имена, и почти ни у кого нет фамилий. Что касается Дейла, то слово «Рики» в его имени происходит от языка племени и означает «воин извне». Он говорил, указывая на дом впереди, где они с вождем деревни жили вместе. Как только они вошли в дом, бабушка Дейла отругала его за глупость, а он спокойно ответил, назвав ее старухой. Увидев Латину, она спросила, кто она такая. Девочка вежливо поклонилась в знак приветствия, чем очень удивила бабушку. Потому что это был первый раз, когда ее внук привел кого-то домой. Она даже похвалила девочку, сказав, что по сравнению с Дейлом она гораздо послушнее и милее. Латина смутилась, но все же заступилась за него, сказав, что Дейл ей очень помог и что он не глупый, как сказала бабушка. Она даже уперла руки в бока и отругала бабушку за то, что та плохо отзывается о ее внуке. Затем повернулась к Дейлу и напомнила ему, чтобы он не перенимал эту дурную привычку. Увидев, как девочка разозлилась, Дейл нашел ее еще милее, чем обычно. Впечатленная бабушка наградила Латину конфетой. Позже, распаковывая вещи, Латина спросила, почему семья Дейла часто ссорится, хотя они его не ненавидят. Дейл рассмеялся и сказал, что это просто их способ проверить, сможет ли он защитить себя. В последний раз он возвращался домой в ужасный период перед встречей с Латиной, и это беспокоило всю семью. Но теперь, благодаря девочке, он снова был счастлив. Когда семья собралась за столом, Дейл рассказал всем о Латине. Его отец, похоже, хотел поговорить наедине, и Латина была достаточно проницательна, чтобы попросить разрешения пойти в свою комнату, чтобы не мешать им. Но Дейл тут же остановил ее, сказав, что она совсем не мешает. Позже девочка вежливо спросила отца Дейла, как ей к нему обращаться. Добрый мужчина сказал, что она может называть его отцом. Но прежде чем они успели насладиться этим моментом, разнеслась новость, что Дейл собирается жениться, и Латина побледнела. Она сидела в оцепенении, пока не услышала, что женится его брат, и только тогда вздохнула с облегчением. Младший брат только что вернулся домой и удивился, увидев, что послушная девочка кланяется в знак приветствия. Он даже подразнил старшего брата, сказав, что не может поверить, что Дейл смог вырастить такого послушного ребенка. Дейл в ответ подразнил его, сказав, что красиво оденет Латину на свадьбу брата, и девочка смутилась и обрадовалась, что женится не Дейл. Вечером, пока все болтали, Латина начала засыпать. Мать Дейла сказала, что приготовила для нее комнату рядом с его, и девочка пожелала всем спокойной ночи и рано легла спать. Когда Латина ушла, вся семья все еще не могла в это поверить. Они сомневались, действительно ли Дейл заботится об этой девочке. Дейл услышал это и нахмурился, не зная, что возразить. Поздно вечером Дейл зашел к ней, чтобы проверить, как она. Увидев, что девочка крепко спит, он собирался вернуться в свою комнату, но посреди ночи услышал плач. Подбежав, он увидел, что Латина свернулась калачиком в углу, боясь лечь на кровать. Оказалось, что когда она проснулась и не увидела Дейла, то испугалась и не хотела оставаться одна, как раньше. Дейл успокаивающе обнял ее, и они оба уснули. На следующее утро мать Дейла открыла дверь, чтобы разбудить сына, но увидела, что он и Латина спят в обнимку. Родители сразу все неправильно поняли, напридумывали себе всякого, а потом начали дразнить их. Латина услышала это и запаниковала, виня себя.
Но увидев, какая она послушная, бабушка и дедушка еще больше полюбили ее. Дейл был в ярости, пытался объяснить, но чем больше он говорил, тем больше его родители дразнили его, и к утру он уже был измотан от злости. Единственное, что его успокаивало, это лицо Латины. Вернувшись в родной город Дейла, Латина сразу же написала всем в школе. В письме она с радостью рассказала, что родной город Дейла очень красивый, и ей там очень понравилось. Хотя там не было таких больших школ, как там, где они жили, Латина училась у священника, который многому научил Дейла. Еще у него была племянница, которая научила Латину печь сладкие пирожные. Семья Дейла, от бабушки до родителей и младшего брата, все любили ее и хорошо к ней относились. Особенно младший брат Дейла собирался жениться, и Латина с нетерпением ждала того дня, когда сможет надеть красивое платье и пойти на свадьбу. В письме она также написала тете Рите и дяде Кеннету, чтобы они не забывали заботиться о своем здоровье. Позаботьтесь о малыше и поделитесь новостями со всеми от ее имени. Однажды Латину пригласили на кухню с матерью Дейла, чтобы она научилась готовить его любимое блюдо. Она смеялась и говорила, что мужчины здесь очень простые, их нужно только хорошо кормить, и они будут слушаться. Во время разговора она вдруг спросила, сколько лет Латине. Услышав, что девочке почти 10, она многозначительно улыбнулась, смутив Латину. Вскоре после этого пришла бабушка и позвала Латину в место, где занимаются дрессировкой охотничьих собак. Латина была очень рада, потому что любила животных. Сначала бабушка сказала, что стая собак слушается только членов семьи. Но потом сестра Изабель дала девочке подержать щенка и показала, как его гладить и ухаживать за ним. Латина быстро подружилась со стаей собак, особенно с вожаком, который редко подпускал к себе кого-то. Тем временем Дейл охотился с друзьями. Люди заметили, что его навыки остались такими же острыми, как и раньше. Поэтому они предложили ему остаться в родном городе и стать вожаком. Но Дейл сказал, что на эту должность достоин его младший брат, а сам он должен продолжать сражаться за пределами деревни. Вечером, когда он вернулся домой, Дейл немного завидовал бабушке, которая быстро завоевала расположение Латины. Но когда его мать сказала, что сегодня ужин приготовила сама Латина, он сразу обрадовался и с удовольствием поел. Даже Латина удивилась, узнав, что в блюде было мясо лесной птицы, которую поймала группа Дейла. Во время ужина младший брат постоянно хвалил Дейла, заставляя его вспоминать старые истории и чувствовать себя немного виноватым. На самом деле стать вожаком было желанием деревни и самого Дейла. Но после переговоров с герцогом это не стало реальностью. Теперь деревня получила королевскую поддержку и стала известной повсюду. Отец Дейла заметил, что его сын стал лучше, чем раньше, и догадался, что это все благодаря Латине. Девочка помогла ему измениться. Той ночью Дейл зашел в комнату и увидел, что Латина пишет в дневнике. Девочка призналась, что в счастливые моменты она записывает их, чтобы, если однажды Дейл или кто-то другой возненавидит ее, у нее остались воспоминания, на которые можно было бы оглянуться. Она также сказала ему, что если в будущем, когда она вырастет и собьется с пути, она захочет, чтобы Дейл напомнил ей, что она была не права. Бабушка и сестра Изабель были удивлены, что Латина быстро завоевала расположение охотничьих собак, и даже вожак полюбил ее. Бабушка сказала, что на следующий день она отведет ее в еще более интересное место, но попросила держать это в секрете, даже от Дейла. На следующий день бабушка отвела Латину в отдаленный лес, чтобы познакомить ее со своей подругой. Дейл услышал от матери, что в последнее время Латина часто гуляет, и сразу догадался, что это дело рук его бабушки. Он решил тайно проследить за ними. Как и ожидалось, Латина принесла немного вяленого мяса в качестве приманки, и ее встретил черный полосатый белый волк, который радостно выбежал ей навстречу. Она с радостью покормила его. Но тут появился Дейл и отругал ее за то, что она кормит диких животных, потому что это может привести к опасным привычкам. Латина признала свою ошибку, но, к удивлению, волк заговорил и разозлился, когда Дейл назвал его диким животным. В этот момент Дейл понял, что это был призрачный зверь. Вид более умный и сильный, чем магические звери. Он тут же выхватил меч, чтобы защититься. Но волк успокоился, только когда услышал заверение Латины. Она призналась, что скрывала от Дейла, что часто сюда приходит. Волк сказал, что Дейл плохой человек. Латина защищала его, говоря, что он просто беспокоится о ней. Что еще больше поразило Дейла, так это то, что рядом с деревней жила целая стая призрачных зверей, которые очень редко селятся рядом с людьми. Они рассказали, что когда-то заключили договор с предками деревни, который будет действовать до тех пор, пока одна из сторон его не нарушит. Дейл был ошеломлен, узнав, что у его деревни есть соседи, могущественная стая призрачных зверей. Более того, Латина заставила их доверять ей и подружиться с ней, о чем Дейл даже не думал. В тот вечер состоялась свадебная церемония младшего брата Дейла.
Бабушка приготовила для Латины традиционное платье, которым все восхищались. Многие шутили, что красота девушки затмевает даже невест. Но у Дейла появились негативные мысли. Когда-нибудь, когда Латина вырастет, если кто-то посмеет прийти и забрать ее, он обязательно разберется с этим человеком, прежде чем позволить ему жениться на ней. От этой мысли у него на глаза навернулись слезы, и отец неправильно понял его, решив, что сын расчувствовался из-за свадьбы младшего брата. Поздравив жениха и невесту, Латина пошла искать Дейла. Бабушка Круа сказала, что он вышел на улицу, и напомнила ей одеться потеплее. Найдя его на улице, Латина забеспокоилась, потому что он выглядел задумчивым. Дейл успокоил ее, сказав, что он правильно поступил, приняв титул реки, чтобы защитить деревню от внешнего мира, но сожалеет, что не может остаться со всеми. Он признался, что раньше сомневался, сможет ли он по-настоящему кого-то защитить, но после встречи с Латиной он нашел причину. Он погладил ее по голове и сказал, что счастлив, что Латина рядом с ним. Латина была тронута и обняла Дейла. Однако сразу после этого Дейл сильно напился на свадьбе и невнятно заявил, что никогда никому не позволит забрать Латину, при этом проявляя физическую привязанность, от которой всем стало неловко. Даже бабушка пошутила, что если Латина когда-нибудь почувствует себя некомфортно, она должна сказать ей, и она найдет кого-нибудь достаточно сильного, чтобы справиться с Дейлом. Услышав это, он наконец почувствовал настоящий страх. Латина была в комнате и играла с бабушкой, рассказывая ей о городе, где они с Дейлом остановились. Она также упомянула, что Рита сейчас беременна. Услышав это, бабушка сказала, что нужно приготовить оберег на удачу для пары. Латина была наивной и любопытной. Она не знала, что такое оберег, поэтому Дейлу пришлось объяснить ей позже. Узнав, что они скоро уедут из этого места, Латина немного расстроилась. Хотя она скучала по всем дома, после 2 месяцев жизни здесь расставаться было действительно нелегко. Поэтому она выразила желание сделать оберег на удачу для Риты. Дейлу достаточно было услышать это, чтобы догадаться, что это была идея его бабушки. Хотя ему было не очень интересно, но видя серьезность Латины, он все же согласился. Он выбрал несколько ниток для молитв, а Латина позаботится об украшении. Пока он работал, Дейл рассказал ей, что с детства они помогали взрослым делать такие обереги. Глядя на небо, Латина вдруг вздохнула, сожалея, что им скоро придется уехать, и Дейл тоже поднял глаза. На следующий день она пошла к летающим волкам попрощаться. Альфа-волк беспокоился об их безопасности, потому что люди не умеют летать. Поэтому он щедро подарил Дейлу кучу меха. Мех летающего волка содержит много магии, достаточной, чтобы отпугивать других разумных существ. Дейл был очень благодарен за эту помощь. После этого Латина пошла поблагодарить священника и его дочь. Она очень любила сестру, потому что та многому ее научила и даже дала ей больше сладостей в дорогу. Когда они уходили, священник похвалил Латину за ум. Он также отметил, что Дейл сильно повзрослел после поездки. Он также сказал, что решение Дейла привести в мир ребенка из расы демонов было правильным. Затем Латина принесла пирожные, чтобы поделиться с бабушкой. В ответ бабушка решила подарить ей сувенир, который обычно получают только взрослые. Бабушка велела Латине сохранить это имя, пока она не вырастет, а потом спросить у Дейла, что оно означает. Услышав, как девочка говорит, что Дейл самый замечательный человек и что благодаря ему она познакомилась с бабушкой, Дейл и бабушка рассмеялись. Бабушка также с радостью объявила, что устроит прощальную вечеринку для них двоих. На следующее утро, когда пришло время уезжать, Латина подбежала к бабушке, крепко обняла ее и поблагодарила за подаренную ленту. Перед отъездом бабушка рассказала, что пальто, защищающее от монстров, было набито мехом летающего волка, а мех, который Латина помогла собрать, сделал всю деревню более процветающей. Лента, специально сделанная для Латины, тоже была сделана из лучших меховых прядей. Дейл только вздохнул, подумав, что если ее продать, то она наверняка будет стоить целое состояние. На обратном пути они зашли в дом Джозефа. Как только дверь открылась, маленькая Майя выбежала прямо к ним, радостно зовя Латину по имени. Но вместо того, чтобы сразу обнять сестру, девочка приземлилась прямо на живот Дейла, чуть не заставив его упасть в обморок. Прежде чем он успел прийти в себя, Дейл получил еще один сокрушительный удар от 4-летней девочки, и Майя бросилась в объятия Латины. Эта сцена заставила отца Джозефа уныло сесть, потому что его дочь бросила его. Тетя, вернувшись с рынка, тоже удивилась, увидев, что Майя обнимает Латину. Все в семье поняли, что ребенок слишком избалован, и у нее развился собственнический характер. В тот вечер Джозеф и Дейл обсуждали, как отучить Майю от Латины с помощью фруктового пирога, который ей нравился. Конечно же, наевшись досыта, девочка крепко уснула. Отцы воспользовались возможностью, чтобы аккуратно разделить их. Поздно вечером Дейл сказал Латине, что они уедут рано утром, потому что погода нестабильная и им нужно пересечь лес пораньше.
В глубине души он был рад, потому что, несмотря на попытки Майи разлучить их, Латина все еще принадлежала ему. Однако утром, когда он поднял одеяло, Майя уже забралась в кровать и крепко обняла Латину. План провалился, и им пришлось смириться с тем, что девочка плакала, когда они уходили. Выйдя из дома Джозефа, Дейл и Латина продолжили свой путь, на этот раз остановившись в гостинице. В отличие от прошлого раза, когда они в основном осматривали достопримечательности, на этот раз они в основном отдыхали. Латина также хотела купить сувениры для Хлои, Сильвии и Риты. Дейл потакал ей, водя ее по рынку, покупая подарки и закуски. Пока они ели мороженое, они случайно встретили принцессу Роуз, дочь местного лорда и высокопоставленного священника в церкви. Латина вспомнила, чему ее учила учительница. У тех, кто обладает сильной магией, обычно светлые волосы и глаза. В ее родном городе было много таких людей. Но у нее самой их не было, потому что ее магия была слабой. Поэтому она унаследовала цвет волос своего отца. Услышав это, Дейл просто улыбнулся, а потом рассказал ей больше о принцессе Роуз. Наконец, после долгого путешествия они вернулись домой. Латина сразу же побежала встречать Риту, а Дейл обошел дом сзади. Увидев, что Дейл пришел первым, Кеннет отругал его за грубость, потому что он испортил Латине настроение. В тот вечер в ресторане было намного оживленнее, потому что все слышали новость о возвращении Латины. Все были очень рады, считая девочку маленькой душой, без которой ресторан не мог обойтись. Рита заметила, что после этой поездки Латина повзрослела гораздо больше, чем раньше. После долгого путешествия Латина вернулась в школу. Хлоя издалека увидела свою подругу и бросилась к ней, чтобы крепко обнять. Ее лицо сияло от радости. Все это время Латина отсутствовала. Хлоя всегда скучала по ней настолько, что всегда носила с собой особое ожерелье. На этом ожерелье висел сломанный рог Латины, который Хлоя считала сокровищем. В тот день, случайно найдя осколок рога, Хлоя не знала, что делать, пока не встретила Рэдди. Мальчик предложил помочь Хлое, и они вместе превратили осколок рога в маленькое ожерелье, добавив несколько драгоценных камней, чтобы сохранить его. С тех пор Хлоя каждый день смотрела на него, постоянно думая, когда же вернется Латина. Когда они вошли в класс, Сильвия тоже сразу подбежала и с энтузиазмом поприветствовала Латину. Ее глаза сияли, она с нетерпением ждала рассказа о долгом путешествии. Латина озорно улыбнулась, казалось, ей не терпелось поделиться с друзьями своими впечатлениями. Однако на обратном пути Латину внезапно охватило дурное предчувствие. Дейл тоже заметил что-то необычное. В воздухе пахло бандитами. Очевидно, где-то поблизости затаились враги. Он сразу понял, что они нацелились не на него. Их настоящей целью был грузовой фургон позади. Дейл тихо вздохнул. Имея опыт авантюриста, он знал, что можно избежать столкновения. Но игнорировать это было неправильно. Поэтому он без колебаний бросился вперед, произнося заклинание, чтобы напугать бандитов. С помощью простой магии земля разверзлась, образовав большую яму, в которую провалилась вся группа, и они в панике разбежались. Уладив ситуацию, Дейл обернулся и увидел, что Латина уже ждет его. Девочка широко раскрыла глаза и восхищенно спросила о случившемся, отчего Дейл, привыкший к сражениям, вдруг почувствовал себя счастливым, как будто только что одержал великую победу. Когда Латина рассказала эту историю, Сильвия была очень взволнована и настойчиво требовала подробностей. В этот момент Латина достала подарки, которые приготовила для своих друзей. Это были маленькие разноцветные коробочки, и она купила точно такую же для себя, чтобы разделить радость. Группа Руди тоже только что вошла в класс. Увидев Латину, все обрадовались, но лицо Руди покраснело, и он вдруг смутился. Он хотел подойти и спросить, как у нее дела, но тут в класс вошла учительница. Руди неохотно проглотил слова и вернулся на свое место, все еще переполненный эмоциями. Вечером в ресторане Дейл с энтузиазмом рассказал Кеннету и Рите о встрече с бандитами. Он не особо интересовался охотой на плохих парней, ведь его основная работа была не в полиции. Но пока Латина хвалила его, обращаясь с ним как с героем, Дейл чувствовал, что все трудности того стоили. Для него радость девушки была важнее всего остального. Затем Рита упомянула амулет, который дал Дейл. Оказалось, что это был амулет богини плодородия, который помогал матерям благополучно рожать, а детям появляться на свет здоровыми. Кеннет уже знал об этом, но хотел убедиться, что Дейл сделал их сам. Услышав это, Дейл смущенно отвернулся и объяснил, что это все потому, что Латина хотела сделать подарок Рите, и он помог. Рита твердо верила, что с этим амулетом ребенок, который вот-вот родится, будет под защитой. На этом история не закончилась. Дейл повернулся к Кеннету и спросил,
будет ли он говорить на детском языке, когда родится ребенок. Лицо Кеннета тут же покраснело, он смутился и не знал, что ответить. Дейл вспомнил похожие сцены с отцами в своем родном городе и добавил, что воспитание детей – очень трудная задача. Рита посмеялась над зрелым поведением Дейла, а Кеннет был наполовину удивлен, наполовину смущен, не понимая, что с ним сегодня не так. На следующий день во время перемены друзья Латины собрались во дворе, ели и болтали. Вдруг Латина повернулась и прямо спросила Руди, зачем ему ее сломанный рог. Неожиданный вопрос смутил Руди, а Латина расстроилась, обвиняя его в том, что он скрывал это от нее. Услышав обвинение, Руди еще больше смутился. Его лицо покраснело, как свекла, и он не знал, что сказать. Хлоя, стоявшая рядом с ним, только покачала головой, не понимая, почему ее подруга так смущается. Сильвия с любопытством спросила, откуда Латина узнала, что это ее рог. Латина спокойно ответила, что она видит магический след, который остался, и его легко узнать. Когда все сказали, что ничего не видят, Латина вдруг вспомнила, что Дейл говорил, что ее глаза немного отличаются от глаз обычных людей. Наконец, девушка все же настойчиво спросила Руди, зачем он его сохранил. Загнанный в угол, Руди придумал причину, что поскольку рог был редким, он показался ему интересным, но ему никто не поверил. Кроме наивной Латины, которая поверила ему всем сердцем. Когда она искренне поблагодарила Руди и Хлою за то, что они сохранили этот сувенир, он еще больше смутился и покраснел. После школы Латина, Хлоя и Сильвия шли домой. Вдруг мимо пробежала кошка, и Латина взволнованно закричала. Она всегда любила кошек, но ни одна из них не хотела с ней дружить. Услышав это, Сильвия тут же рассказала, что недавно видела целую стаю кошек, собравшихся вместе. Услышав это, глаза Латины засияли. Всю дорогу она мечтала поиграть с кошками и даже нарисовала, как играет с ними, когда придет домой. Но эта мысль также заставила Латину на мгновение загрустить, потому что ей не разрешали выходить вечером, и она не могла встретиться с кошками. Латина была так расстроена, что когда она подавала еду посетителям в ресторане, все это заметили. Увидев, что девушка молчит, посетители начали строить догадки. От любовных проблем до тайных неприятностей они чуть не подрались друг с другом. Дейл наблюдал за ними, волнуясь и удивляясь, потому что только он знал, что Латина просто грустит, потому что хочет увидеть кошек. Когда она высказала это желание, все замерли, не зная, плакать им или смеяться. Дейлу пришлось изо всех сил сдерживаться, чтобы не рассмеяться, но он был в восторге от очаровательности своей маленькой девочки. Когда Дейл уже собирался пообещать отвезти ее к кошкам, дядя Джилл быстро вмешался и сказал, что не нужно ждать до вечера. Рядом с его домом друг вырастил целую стаю кошек. Услышав это, Латина тут же побежала к нему. Умоляя взять ее с собой, Джилл кивнул и пообещал пойти домой и спросить у друга. Дейл стиснул зубы, ревнуя до безумия, потому что упустил возможность набрать очки. Услышав имя соседа, Дейл вдруг понял, что оно ему знакомо. Он смутно вспомнил, что встречал этого старика на похоронах своего брата. На следующий день Дейл отвел Латину к этому человеку домой. Как только они вошли, Латина с восторгом закричала, увидев, как целая стая кошек выбежала навстречу, и радостно побежала играть. Появился хозяин. Когда он узнал, что Дейл племянник его знакомого, он слегка нахмурился. Дейл быстро склонил голову, извиняясь за неприятности, которые причинила его бабушка. Разговор продолжился старыми воспоминаниями. Мужчина рассказал, что дед Дейла был талантливым и красивым человеком, умелым в магии и фехтовании, и мог выбрать любую женщину, но в итоге выбрал его бабушку. Дейл смущенно слушал, не понимая причины. Во время разговора Дейл заметил трубку мужчины. Она была очень похожа на ту, что была у его бабушки, только с другим рисунком. Латина вспомнила, что бабушка говорила, что трубку сделал сам дедушка в подарок. Мужчина не удивился, потому что с талантами деда Дейла он мог сделать что угодно. Вскоре он достал традиционный наряд из своего родного города. Такую одежду обычно надевали дети на церемониях, чтобы помолиться о здоровом росте. Дейл нахмурился, увидев это, подумав, что этот цвет не подходит Латине, потому что девочке больше идут яркие цвета. Они спорили, пока Латина мягко не напомнила им, что не нужно тратить деньги на дорогую одежду для нее. Дейл тут же ответил, что покупать ей вещи никогда не будет пустой тратой денег. Сказав это, он больше не хотел разговаривать со взрослыми и спустился вниз, чтобы поиграть с Латиной и кошками. Наконец Дейл позволил Латине примерить этот наряд. Это было так мило, что он не удержался и подхватил ее на руки, закружив, несмотря на крики старика, который боялся, что наряд испортится. В глазах Дейла не было ничего важнее счастья Латины. Увидев эту сцену, дядя вдруг подумал, что в этом королевстве тоже нужно проводить подобные церемонии.
Хотя Дейл не был уверен, мужчина предположил, что с влиянием Дейла лет через 10 это станет реальностью. Сказав это, он хитро улыбнулся, и Дейл инстинктивно вздрогнул, вспомнив улыбку своей бабушки. Когда они вернулись в ресторан, все восхищались новым нарядом Латины. Все наперебой хвалили ее, хотя Рита и Киннет посчитали цену немного завышенной. Но по сравнению с красотой девочки ничто уже не казалось дорогим. Когда Рита вдруг подумала, что в будущем, когда она вырастет, девочка наверняка станет еще красивее. Это заявление заставило Дейла на мгновение замолчать. Он вдруг задумался о будущем. Какими будут его отношения с Латиной? В родном городе Дейла волчонок вяло катался по земле, потому что каждый день скучал по Латине. Альфа-волк только вздохнул, признав, что запах девочки действительно приятный. Услышав это, волчонок умолял отпустить его на поиски Латины. Но он был еще слишком мал и слаб, чтобы выйти в большой мир. Получив отказ, волчонок упрямился. Его несколько раз сбивал с ног отец. От боли и обиды он решил рассказать об этом матери, и отец отругал его. Латина заметила, что живот Риты стал больше, и любопытная девочка подошла и потрогала его. Когда она почувствовала, как ребенок шевелится внутри, глаза Латины расширились от удивления, она почувствовала радость и беспокойство. Она сразу же спросила, тяжело ли носить такой большой живот и не больно ли это. В глубине души девочка подумала, что могла бы использовать немного магии, чтобы облегчить дискомфорт Риты. Но Рита только улыбнулась и отмахнулась. Для Риты беременность была важным событием в жизни женщин. Это нельзя было заменить ничем другим. Латина нерешительно сняла резинку для волос и протянула ее Рите. Это был талисман, который девочка должна была носить с собой в каждом путешествии. Но Рита мягко напомнила ей, что у нее уже есть самый ценный талисман — подарок от Латины. Несмотря на это, Рита все равно умело завязала девочке волосы, тихо разговаривая с ней. В этот момент Латина небрежно упомянула, что у нее есть особенный друг. Услышав это, Дейл сразу же задумался. Друг, о котором говорила девочка, был стаей призрачных зверей, живущих недалеко от его деревни, которую они посетили. Дейл хорошо знал, что если какой-нибудь авантюрист будет настолько глуп, что нападет на них ради награды, то последствия будут катастрофическими. Возможно, даже не останется костей для погребения. Он встречался с Альфой и понимал, насколько он опасен. Но, как ни странно, этот зверь очень привязался к Латине. Киннет почувствовал, как по спине пробежал холодок, когда Дейл рассказал об этом. Каким-то образом Хемон появился незаметно для всех. Она небрежно подошла и поиграла с лентой в волосах Латины, напугав девочку. Хеман только что пришла и уже сделала несколько колких замечаний, отчего лицо Дейла покраснело. Киннет увидел это и только вздохнул. В его глазах Хеман совсем не изменилась с тех пор, как он был новичком. Когда она полушутя сказала, что он никогда не обращал на нее внимания, Киннет серьезно ответил, что женится только на той, кого по-настоящему любит. Тем временем Латина покраснела от ревности и быстро подбежала, чтобы крепко обнять Дейла и заявить о своих правах. Она боялась, что ему придется отправиться на задание с Хеман. Дейлу пришлось смягчить голос, чтобы успокоить ее, пообещав, что он не оставит ее одну. Однако он не осмелился обнять ее в ответ, потому что Хеман все еще стояла рядом. Хеман насмешливо рассмеялась и ушла. После этого Латина тихо спросила, будет ли Дейл сотрудничать с ней. Ему пришлось честно признаться, что, несмотря на ее несколько неприятное поведение, Хеман все равно была талантливым магом. Они были просто коллегами. Услышав это, Латина все еще не успокоилась. Она грустно сказала, что когда-нибудь тоже вырастет и не хочет оставаться маленькой, как сейчас. Рита, сидевшая рядом, хихикнула, потому что девочка явно научилась ревновать. Киннет, будучи опытным, вынужден был признать, что женская интуиция действительно пугает. Вернувшись в комнату, Дейл прочитал письмо, которое прислала Хэммон. В нем говорилось, что она сопровождает своего отца и брата, чтобы решить серьезную проблему. Скоро на них нападут армия и монстры, и она хотела, чтобы он участвовал в миссии. Прочитав письмо, Дейл только вздохнул, не ожидая, что снова будет работать с ней в команде. Он позвал Латину и, увидев печаль в ее глазах, растерялся. Не зная, что сказать, он подумал о том, чтобы пригласить ее куда-нибудь, но она отказалась. Это был первый раз, когда он видел Латину расстроенной, и это его встревожило. Неожиданно она повернулась и мягко сказала, что ему не нужно волноваться, что она на самом деле не злится. Услышав это, Дейл вздохнул с облегчением, но когда он отвернулся, Латина снова погрустнела. В глубине души она хотела поскорее вырасти, чтобы больше не чувствовать себя такой беспомощной. Дейл спустился вниз и попросил Кеннета налить ему выпить. Кеннет проницательно спросил, не думает ли он о старой любви. Дейл подтвердил, что больше всего его беспокоит настроение Латины. Кеннет только улыбнулся. Ребенок рано или поздно вырастет, она не может оставаться ребенком вечно.
Рита, сидевшая рядом, услышала это и рассмеялась, держась за живот. Латина спустилась вниз. Хотя у нее был выходной в школе, она все равно усердно занималась. Учеба помогала ей на время забыть о неловких чувствах в сердце. Даже Кинет заметил, что девочка стала более взрослой, чем раньше. В это же время дядя Джилл зашел в ресторан и встретил Хэммон. Услышав о серьезных проблемах в столице, он нахмурился. Хэммон только улыбнулась и сказала, что если бы он не ушел на пенсию, она бы уже попросила его о помощи. Ревность Латины была настолько очевидна, что даже посетители бара это заметили. Они беспокоились, что девочка думает, что Хэммон уведет Дейла. Особенно когда смотрели на Хэммон, которая была привлекательной, многие признавали, что она действительно хороша собой. Латина принесла напитки дяде Джиллу. Несмотря на комплименты, она сохраняла серьезный вид, что даже удивило дядю. Хэммон тут же подразнила ее, сказав, что дети гораздо милее, и посоветовала не торопиться взрослеть. Латина покраснела, отругала ее и ушла, обиженная. На следующий день в школе она рассказала подругам, что Хэммон остановилась в ресторане. Сильвия сказала, что слышала, как ее отец упоминал Хэммон, которая была известным магом в столице. Латина почувствовала себя еще более неловко, вспомнив, как ее каждый раз называли ребенком. Она пожалела, что не может повзрослеть быстрее. Руди, сидевший сзади, подразнил ее, чем еще больше расстроил. Руди также добавил, что ее реакция была действительно детской. Подумав об этом, Латина вдруг почувствовала себя не такой, как все остальные. Вспомнив о малышке Майе, она сравнила себя с ребенком и разочарованно опустила голову на парту. Кинет заметил, что она постоянно спрашивает, когда вырастет, даже трогает свою грудь и удивляется, почему она не растет. Ему было неловко, и он мог только посоветовать ей пить больше молока. Услышав это, Латина просияла и решила последовать совету. В это время волчонок, близкий друг Латины, тоже пытался найти способ встретиться с ней. Он храбро победил большого медведя по дороге. Отец-волк только беспомощно покачал головой, увидев это. Той ночью Дейл все еще лежал и думал. С тех пор, как появилась Хэммон, сияющая улыбка Латины исчезла. Он хотел отослать ее, но не мог. Дейл посоветовал ей поскорее остепениться. Хэммон откровенно сказала, что для ее расы долгая жизнь делает любовь слишком жестокой. Когда этот человек умрет, боль будет длиться вечно. Поэтому у большинства из них нет партнера на всю жизнь. Услышав это, Дейл спросил, поможет ли она Латине, если он когда-нибудь умрет. Хэммон прямо отказалась, посоветовав ему, что если он заботится о девочке, то должен жить долго. На следующий день после школы Латина болтала с Хлоей и Сильвией о будущем. Хлоя собиралась вернуться и помогать матери в ателье. А Сильвия выбрала путь жрицы, надеясь однажды ступить на родину Латины. Латина поспешила домой, потому что Дейл собирался уехать в столицу, и она хотела помочь ему собраться. По дороге она встретила Руди. Он извинился за то, что назвал ее ребенком, и смущенно сказал, что ее нынешняя внешность больше подходит. Когда его спросили о будущем, Руди сказал, что хочет служить в армии. Латина тоже растерялась, не зная, что ей делать. Вернувшись домой, она помогла Дейлу собраться. Она сказала, что хотела бы поскорее повзрослеть, и он задумался. Дейл тоже был вынужден повзрослеть слишком быстро, поэтому он не хотел, чтобы Латина была такой. Когда она спросила, когда он вернется, он ответил, что через месяц-два. Латина обняла его и прошептала, что все будет хорошо. Перед расставанием Дейл пригласил ее прогуляться. Несмотря на дождь, он отвел ее на могилу своего отца. Он помолился отцу, чтобы тот благословил девочку, и пообещал защищать ее до конца. На следующий день Дейл собрался уезжать, и они с Латиной не хотели расставаться. Рита пошутила, что к тому времени, когда он вернется, Латина уже будет старшей сестрой малышки.